Всем привет, с вами профессор Березовский. Добро пожаловать на мою новенькую лекцию по Call of Duty Mobile. Друзья, наконец-то подъехал новый сезон. Обнову, я думаю, ждал каждый из нас. Но если быть честным, радость очень быстро ушла, потому что с обновой подъехало такое количество багов, что у меня уже второй день тупо не отпускает. Поменяли чувствительность в игре. Слава богу, я умею ее правильно настраивать и вычислять точно значение каждой настройки. То есть абсолютно каждое число, прям вот до единицы. Я не знаю почему, но теперь у меня также пролагивает сам экран. То есть во время катки я веду пальцем по экрану примерно сантиметр или два и никакой реакции сенсора. И такое возникает довольно часто. Я не знаю почему, но бесит прям дико. В общем, ладно, ребят, сейчас не об этом, не об негативе. Завезли новое оружие, МК-2, Миротворец. Чем также интересно, у оружия имеются уникальные свои модули. Поэтому давайте посмотрим, протестируем разные модули, как обычно, сделаем самую годную сборку, ну и отыграем контрольную работу в конце. Заварите себе самый вкусный чай или сделайте кофеек, возьмите вкусняшек, устраивайтесь поудобнее, ну а мы начинаем. Ну и в начале, как всегда, сравним главные модули по урону в цифрах. Только модули у нас уникальные, поэтому не удивляйтесь новым непривычным названием. Давайте вот так сделаем, по пулям так лучше. И сразу видно, что на ближней дистанции 5 и 10 метров у нас лидирует ствол скорострельный, а вот от 20 метров и далее у нас лидирует дальнобойный. Поэтому, ребят, пожалуй, сегодня будет две сборки. Одна будет на близ, то есть на максимальную подвижность, а другая будет универсал, именно как штурмовка. Все-таки это штурмовка же. Вот, давайте с вами замеряем скорострельность. Это у нас сток, господи, как носит его влево-вправо, то есть по горизонтали. До десятки дошла отдача, вот такая, в общем-то, скорострельность. Потом вычислим ТТК. Теперь у нас ствол скорострельный, тоже носит ужасно влево-вправо, то есть опять же по горизонтали. И почти до десятки дошло. Теперь закаленный или закаленный, как правильно, не знаю. Ну, чутка получше, так слегка, наверное. Вот, но опять же до десятки отдача вертикальная дошла. И горизонтальная тоже так же ужасная. Ну. Так, штурмовой. Выбило вообще вверх, выше десятки. Жестко, ребят, давайте дальнобойный. Там вроде все, ну, получше должно быть у дальнобойного. Ну, да, слегка у дальнобойного получше. Я имею в виду за отдачу, разброс и так далее. Скорострельность-то вы видите в секундах на экране. Ну и встроенный глушитель также есть. Вообще обычно он назывался YKM. Ну ладно, в общем, все это вы увидели, цифры увидели, и в ТТК все это рассчитываем. То есть я вот это вот все считаю, кто не знает, кто пишет в комментариях, откуда ты таблицы берешь. Я все это считаю вручную, ребята. Вот, поэтому ТТК сразу видно. Ближняя дистанция, скорострельный. А там уже надо смотреть, если вы хотите собрать универсал. Давайте перейдем в сборку. Сделаем две лучшие, самые годные сборки. Одну, вот смотрите, сразу покажу. Одна будет у нас на универсал, а другая будет на ближней дистанции, то есть на максимальную подвижность и так далее. Я показываю сейчас модули, потому что у них у всех уникальные уже названия у этого оружия. Ни у кого другого оружия таких нет. Поэтому смотрите, там приклад марафон, быстрая рукоятка, агентская, да, рукоять. То есть, ну, такие названия интересные. Сдвоенный магазин, шероховатая рукоятка. Вот. Ну, в общем, ребят, все это уникально. Давайте соберем универсал сначала. Дальнобойный ствол втыкаем. Далее смотрим за приклад. Тут нет такого, что типа, да, там обрезанный приклад и будет перемещение и прицел. Тут несколько иное. Вот здесь минус 30, здесь минус 30 и плюс еще... Да, лучше быстрый приклад, потому что типа минус разброс у нас от бедра, да и ладно. Сдвоенный магазин, ну потому что он и быстрый, и увеличенный. Далее давайте агентскую переднюю рукоять, ибо у нее и вертикалка, и горизонталка. И смотрите, у нее получается тут не очень... все остальные параметры. Там быстрая рукоятка, тоже не очень, передняя, рукоять лазутчика, вот патрульная. А у агентской минус 40% горизонталку, то есть перестанет носить это оружие наконец-таки. Потому что реально горизонтальная отдача у МК-2 очень, ну прям ужасная, реально ужасная, сильно носит. Вот, далее, я, пожалуй, повышу себе скорость прицеливания, потому что некоторыми модулями я ее занизил. А мне это будет важнее.
Если вам скорость прицеливания, в принципе, пофиг на нее, то я бы поставил лазер автонаведения, потому что будет, ну, кучность стрельбы получше, то есть точность, но подвижность будет немного поменьше. И он, кстати, не повышает скорость прицеливания, как ни странно, хотя выглядит так же, как и лазер ОВС. Вот, поэтому если вам не важна подвижность, то есть скорость прицеливания, то ставьте лазер вот этот с автонаводкой. Он почему так называется, странно, ну да ладно. Так, сохраним сборку, вот, назвали ее, собственно, универсал. Далее за перки поясню. Я себе влепил стойкость, потому что оружие при попадании дергает. Если у вас с этим проблем никаких нет, то можно ставить гоуста, чтобы вас не видно было на радарах. Далее синий перк, ребята, сломали нашу мертвую тишину. Теперь при ходьбе, лежа и присев только будет вас не слышно, а при беге слышно. Поэтому я поставлю радикал. Ну, чё уж, будем очки качать на 25%. Какая разница, мертвая тишина все равно не работает. То есть вы бегаете, вас слышно. И не слышно только при ходьбе, ну типа медленной ходьбе. Но я всегда бегаю практически, делаю подкаты, и меня при этом слышно. Вот такие дела. Давайте сделаем вторую сборку, ребят. Вторая сборка будет на максимальную подвижность, то есть 5-10 метров. Вы с ней должны забирать с ближней дистанции. То есть это типа, допустим, шипмент карта. Вот на ней подойдет. Поэтому скорострельный ствол. Оу, май, как звучит извращенский скорострельный ствол. Ужас. Так, быстрый приклад также влепим. Ну, потому что плюсы здесь прям значительные. Далее, плюс скорость прицеливания, время прицеливания, да, у нас здесь вот, точнее, минус время прицеливания, ну, повышает скорость. Минус время, плюс скорость, вот так правильно говорить. Агентскую переднюю рукоять, наверное, нет, потому что, ну, все-таки у нас же тут главная скорость. Зачем нам отдачу как-то контролировать? Мы будем забирать врагов на 5 и 10 метров на ближней дистанции. Поэтому, пожалуй, надо подумать, ребята. Там бег и горизонтал. Да, наверное, плюс скорость бега, ведь нам нужна подвижность. Наверное, да, потому что скорость перемещения, ну, я думаю, скорость бега будет поважнее, чтобы рашить активно. Сдвоенный магазин, естественно, потому что я уже говорил, он и быстрый, и емкий. Вот, ну, лазер нет. Короче говоря, вот сборка на подвижность, ребят. Все остальное здесь нам подвижности не даст. Хотя, кстати говоря, дульники очень интересно выглядят. Так, все, вот такая сборка у нас будет на подвижность. Вот, собственно, ее сохраним и назовем как ближний, потому что ее цель 5-10 метров. А цель первой сборки у нас была все-таки универсальное оружие создать, именно штурмовку. Давайте, ребят, контрольная работа, значит. Я в шоке, честно, меня третий раз кидает в рейтинге, ребят, в рейтинге на карту Rust. Первый раз меня кинуло, короче говоря, в опорный пункт. Я был в шоке. Опорный пункт, Rust в рейтинге, что? Вот, потом меня кинуло на, по-моему, доминацию. Но доминация, в принципе, ну, окей. Там, но Rust, никогда не было этой карты в рейтинге. Ребят, ну что за фигня, реально? Оп, минус. Ах, третьего не успел забрать. Короче говоря, я в шоке. Я третий раз уже на Расте играю. Что за фигня, реально? Вот реально, что за фигня? Я не понимаю, зачем эту карту в рейтинг пихать. Но это не рейтинговая карта. Абсолютно. Вон, на сверху засел, и где тут рейтинг? И будет там сидеть до конца своих дней. Типа, о, не долетел, ладно. Не знаю. Так. Пока, в принципе, неплохо наяриваем. Опа, вот он и получил, как бы. Досиделся. То есть зачем туда забираться сидеть? Так. Опаньки. Оу. Кстати, ребят, еще одну проблему хотел озвучить. У меня дикие непонятки со звуками шагов. То есть с позиционкой, так скажем, с позиционированием. Я не знаю почему... Опа. Это сейчас вторую проблему еще озвучу. Короче, вот по поводу позиционирования. Я не знаю почему, но я вот играю в наушниках, все видели на стримах, они у меня, получается, на голову, да, надеваются. Они у меня закрытые с амбушюрами. И я не понимаю, я иногда просто не понимаю, с какой стороны идет враг. Слева, справа, да, то есть где сзади. Не понимаю, он выскакивает, и я не слышал этих шагов. То есть я слышал где-то там вдалеке, может быть, шаги отдаленно, но четко, что шаги были близко со мной, допустим, слева, я перестал это слышать и понимать. И я спросил своих тиммейтов, да, основу клана, и ребята говорят то же самое, играют в наушниках, короче говоря, и перестали нормально, адекватно воспринимать, где позиционно находится враг. А это очень важно в игре, звуки шагов, да, ходьбы, там, где что вообще, позиционирование.
Я не понимаю вообще, куда разработчики смотрят. Типа куча обновы, там графику, там эти штучки, мелочи улучшили, все сделали. А такие реально глобальные вещи, как баги, да, вот эти вот лаги, сенса, да, как бы чувствительность, это одно из самых главных вообще в игре. Звуки. Это все взяли, извините меня, просто похерили. То есть я не понимаю этого отношения, если честно, к игрокам. Вот. Оу, блин, ну вот. Короче, ребят, вторая проблема, реально, я веду пару сантиметров пальцем по экрану, и сенсор не срабатывает почему-то. При этом в меню, то есть я проверял, я думал, мало ли, может быть, я стер олеофобное покрытие, да? И это как бы проблема моего iPad уже. Ну, экран, точнее, пленки, ну, то есть стекла, может его поменять надо. Нет, я выхожу в меню, и по месту, где я играю пальцами, я начинаю водить в самом меню. Все шикарно, все идеально работает. Это проблема не моего сенсора. Это проблема, видимо, как-то адаптации игры. Не понимаю, вот реально, звуки. Сенса, она полностью вообще сбилась, потому что я, когда зашел в игру именно на обнове, я такой, что? Почему мой персонаж вообще не поворачивает? Короче говоря, куча лагов, куча багов, куча изменений. И все это непонятно и очень сильно меня расстраивает, если честно. Так, в общем-то, быстренько катка-то подошла к концу, потому что карта Rust быстро настреляли. Я тут еще и как бы last kill сделал, чисто по красоте. Такой бэмс и прям надаль. В общем, сборка универсальная показывает себя кайф, просто найс. Отлично, отлично. Но, честно говоря, смотрите, вот мушка очень похожа на агрессора. И сама пушка ее сильно носит. Я бы не назвал ее имбой. То есть у меня нет эмоций от игры с ней. Я буду продолжать играть, допустим, с калашом, с ДРH там и так далее. Ну а так, ребят, контент есть контент. С тебя лайкос, с меня годный контент. Мы с тобой уже договорились давно. Поэтому забирай годную сборку и используй, если хочешь ее в рейтинге. Всем до новых встреч и, ребята, пока-пока.